Сегодня мы приехали смотреть отель Ibis Style, который находится около площади Свободы. И давайте направимся внутрь и посмотрим, что там интересного. Вот таким вот образом тут еще выглядит лобби. Тоже все яркое. Есть зона, где можно отдохнуть, поработать, смотрите, выпить кофе. Даже есть книги и такие обои с книгами. Есть детская зона, где спокойно можно оставить детей поиграть. Также есть санузлы, и тут такая приятная прохлада и легкая атмосфера. Также на первом этаже, где есть ресепшн, есть ресторан отдельно для завтраков. Тут завтраки проходят с понедельника по пятницу с 6:30 до 10:30 и в выходные с 6:30 до 11. Сейчас завтраков нет, но мы посмотрим с вами эту зону. Здесь находятся столы, их достаточно много, и есть как с диванчиками, так и просто с креслами. Также есть высокие столы. Такой же яркий дизайн, как в принципе во всем отеле, живые растения, смотрите, какие интересные лампы. И зона с самой едой находится уже в этой части. Здесь бывает как выпечка, так и горячая еда, так и любые напитки. И вот такие интересные неоновые вывески, которые прямо и подталкивают вас съесть что-нибудь вкусненькое. Вот такая зона исключительно для завтраков. Так, мы уже в первом номере. Он очень светлый и выглядит вот таким вот образом. Это стандартный номер. Надо отметить, что в этом отеле все очень яркое. Обратите внимание на дизайн. Здесь кровати у нас две. Также могут быть они сдвинуты воедино. Яркие рисунки на стене. С этой стороны у нас просто зона с телевизором. Тут балконов нет, но вид из окна, давайте посмотрим, просто зеленый, приятный, смотрите, видно часть даже ботанического сада. Вот такой красивый зеленый вид. И можем пойти посмотреть, здесь еще рабочую зону совсем необходимо, полочки для ваших вещей, здесь также зеркало. Ванная комната выглядит вот таким вот образом. Когда входишь, уже сразу попадаешь в зону, где есть раковина. Вот такое большое красивое зеркало. Здесь также есть необходимое: фен, чистые полотенца, все, что может понадобиться. И тут туалет и сама душевая кабина разделены. Вот таким вот образом выглядит туалет, такой яркий, оранжевый. И здесь у нас душевая кабина. Вот таким вот образом она выглядит. Здесь есть все шампуни, все необходимое, все чистое, яркое, и как бы вот такая отдельная комната получается. Вот таким вот образом выглядит наш первый номер. Очень яркий и светлый. И давайте посмотрим дальше. Итак, мы уже находимся в новом номере, он побольше, все такой же яркий, это, наверное, такая фишка, можно сказать, этого отеля. У нас есть небольшая входная зона с диваном, креслом, также рабочая зона обязательно. И здесь уже спальная зона, отделена небольшой такой стеной вместе с телевизором. Здесь большая двухспальная кровать, так же, как и в предыдущем номере, у нас тут есть вот такая вот мягкая обивка в виде овечки, ярко разрисованные стены. Здесь ванная выглядит немного иначе, она уже в более привычном формате, как отдельная комната с вот такой вот раздвижной дверью. Здесь все также яркое, санузел, все чистые полотенца, аккуратная раковина и душевая кабина. Такая же чистая, достаточно большая. Есть разные насадки, можно выбрать. Вот таким образом. И здесь еще большое красивое зеркало. Но у этого номера есть еще один огромный плюс. У этого номера есть балкон. Давайте как-нибудь посмотрим. Вот таким вот образом выглядит балкон.
Он достаточно просторный. Здесь есть вот такие мягкие шезлонги. Есть небольшой столик со стульчиками. В этих номерах нельзя курить, поэтому здесь как раз есть пепельница, и здесь можно это делать. И, конечно же, здесь просто отличный вид. Видно горы, природу, видно практически вблизи памятник Мать Грузия, видно канатку, крепость Нарикала. И здесь достаточно тихо, и вот такая вот красивый вид, и природа, и город, и можно даже позагорать в хорошую погоду. А вот таким вот образом выглядит у нас второй тип номеров. И сейчас мы находимся в самом большом номере, потому что это семейный номер. Посмотрите, нас встречают две отдельные кровати, небольшая зона с диваном и еще одна большая кровать, то есть для семьи, чтобы точно все поместились. Здесь такие же яркие стены, небольшие, видите, картины, которые точно повторяют дизайн, который находится на стенах. Обязательно есть места для хранения ваших вещей, сейфы, халаты, тапочки, все, что может вам понадобиться. Небольшая зона для отдыха с телевизором. Также небольшая рабочая зона. Здесь у нас нет балкона, но есть два больших окна, поэтому много света. Здесь также еще одна зона для хранения. И на входе есть вот такое большое зеркало. Ванная комната располагается тут, в отдельной комнате. Смотрите, она такая же яркая. Здесь есть вся необходимая косметика, фен, большое зеркало. Здесь есть туалет, разумеется, и душевая. Также тут душевые оборудованы вот такими специальным сиденьем, и в ванной комнате много специальных ручек, и вот такая вот веревочка, так сказать. Это некий рычаг, за который можно потянуть, и тогда на ресепшн отправится сообщение о том, что вам нужна помощь, так как эта зона подходит как для пожилых людей или инвалидов, или людей, у которых есть проблемы со здоровьем. И если вдруг, не дай бог, что-то случается, сразу же сигнал из вашего номера отправляется вниз, и к вам приходит помощь. Вот такая вот особенность. Итак, как уже сказала, это очень яркий отель. Посмотрите, каким образом у нас выглядят коридоры. И по этим ярким коридорам на 5-м этаже отправляемся в ресторан и посмотрим, что там интересного, изучим его. На входе вот такая вот красивая инсталляция. И заходим внутрь. Это вот такая терраса-веранда в своем, смотрите, ярком, интересном стиле. С диванчиками, креслами, интересными частями интерьера. Смотрите, здесь есть, например, настольный футбол. Здесь, конечно же, очень красивый вид, буквально все остекленное. Можно наслаждаться красивыми видами. Здесь, смотрите, стол сделан как для шашек и шахмат. Здесь вообще другая локация с диванчиками. Вот такой интересный, смотрите, стеклянный человек нас здесь встречает. Есть столики на 2 человек, на большее количество. И барная стойка выглядит вот таким интересным образом в стиле хиппи, как старый Volkswagen автобус. Тоже яркая. Здесь можно заказать какие-нибудь коктейли, также посмотреть футбол. Вот такая универсальная зона, где можно позаниматься всем чем угодно и, главное, вкусно поесть с красивыми видами.